Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня обычный обзор, не считая того, что машина приехала за 1100 километров. У нас сегодня Opel Frontera с нереальным басом, нереальным фронтом. Все очень круто, такая спельная машина, но которую можно и посидеть, покайфовать, послушать. У нас сегодня мы расскажем про аудиосистему и немножечко вольнем. Автомобиль у нас из города Арзамас, это 1100 километров от Ростова. Владелец Дмитрий сегодня к нам присоединится, расскажет нам про автомобиль. У Димы студия «Автостиль» в городе Арзамас, установочная студия, магазин. Лучше Тиграна делает? Тёма, они лучше Тиграна делают? Тёму любой делает лучше, чем Тигран, короче, его даже лучше не спрашивай. А ты лучше Тиграна делаешь? Ты сколько машин сделал? 2. Начнем с концепции. А концепция у нас вот зеленый автомобиль, Халк был выбран для такой параллели, провели вот мощный и без мозгов автомобиль. Мозгов же здесь нет, инжектор есть. Так, у нас есть что показать. У нас стоит 3 моста 4000-ников, у нас стоит, я бы сказал, 2 УГО 2,5, но их не 2. У нас стоит генератор, который не работает, да, как всегда. У нас последние 3 машины приезжих, что приезжали, мы пытались снять обзор. Ребят с Владикавказа, Андо и вот Димы, у них генератор отказывают. У нас какая-то аура, может, плохая в магазине. У нас аура плохая в магазине. Я про сабвуферы сейчас. Итак, будем валить на литий. Ну, давайте по порядку начнем с подкапота. Под капотом у нас 2,4 написано, 2,4 вольта. Даже не знаю, как здесь пошутить. С инъекцией. Ничего интересного особо. Но тут стоят нивовские радиаторы охлаждения, вентиляторы на радиаторе, которые включаются принудительно. То есть перегрев ребятам не страшен. Мы видим трамблер, мы видим катушку. Вот, то есть я не сильно пошутил, когда говорил про карбюратор. Его здесь нет, но в принципе у нас здесь все достаточно, как это сказать, винтажное, да, с лазерной гравировкой оргстекло, очень красиво сделано. Предохранители для безопасности, мощнейшие предохранители Pride, мощнейший какой-то вот оранжевенький, и вот эта вот самая мощная штука здесь, да, которая не сгорит ни при каких обстоятельствах. Но тут Дима говорит, выбивала этот пред, они решили вопрос радикально. Правильно, если у вас пытается сгореть пред, замкните накоротко, чтобы горел уже провод. Так, у нас стоит Мехман 370, его не очень хорошо видно, я постараюсь приблизить. Дим, расскажи, что делали по генератору? Ну, для того, чтобы поставить внештатный генератор вместо штатного, были изготовлены заново шкивы, шкив коленвала, шкив помпы. Все делали, да, здесь? Установлен, да, калиновский натяжитель ремня. Благодаря этому обхват шкива генератора получился максимальный. Итак, это у нас Opel. Ностальгии у меня никакой нет. У меня первая иномарка была Opel после русских. Я тогда вздохнул хоть свободно. Я ездил на машине, а не ебался с ним. Сразу мы видим регулятор напряжения, да, это на Мехман идет. Он работает у вас? Да, конечно. Когда мы смотрим вперед, полностью заводской вид салона, и только когда мы смотрим вперед, в любую другую сторону мы взглянем. Здесь у нас кастом. И вот эти 2 штучки, я расскажу про них позже, это интересные штучки. Пока думаете, гадайте. Пишите в комментариях, для чего это. Вы подумали изначально, для чего эта хрень нужна. Здесь установлен держатель для телефона. И магнитола былина или былина, интересно как? Былина. Балина. Вот, у нее не работают кнопки, у нее не работает вообще ничего, да. И это, по сути, на самом деле заглушка для... А она не снимается? Заглушка для тушки магнитолы, а панелька у нас установлена ниже. Это 137-й Alpine. С него без процессоров, без какой-то дополнительной обработки сигнала, сигнал у нас уходит на усилители. Слушай, отличное решение, чтобы не спиздили магнитолу. Так крадуны заглянут в машину, увидят это, еще магнитофон тебе 190-й какой-нибудь Пионер положат, типа, братан, нас, слушай, смотри, кнопки залили, чтобы они не нажимались. А мы вот это со сталкернами ебимся. Также на центральной консоли у нас установлены ремоты, да, это правильно понимаю? И вольтметр умный от SPLab, который вы его используете по назначению, правильно? Конечно. То есть он у вас рубит при низком вольтаже. Отличная штука вот для особенно начинающих SPL-щиков. Можно его настроить таким образом, что он будет вас предупреждать, если низкий вольтаж или высокий, задаете все это, или выключать ремот. То есть он как получает ремот, так и дает его дальше. И можно, получается, на нем отрубать усилители, если у вас низкий вольтаж. Очень полезная штука. Потолок делал Антон Воротников лично в Москве, потому что он из натуральнейшей почти алькантары. Моя любимая конфигурация. Верх обшит алькантарой. Пол и потолок зашиты металлическим профилем. На потолке у нас металлический профиль закрыт фанерой.
и перетянут в алькантару. На полу у нас лежит МДФ, просто покрашенный. И вот обратите внимание, ребята сделали вот такой вот скос, чтобы все закрывалось, открывалось. То есть сидим практически в капсуле в такой, ну не считая, что у нас не бронедвери. Обернувшись назад, мы видим огромный просто порт и оформление бонпас 4 порядка с 6315 дефбонсами. Тёма, что скажешь про такое оформление? Так сходу. Нормально, результативная, рабочая. Знаете, что первое Тёма сказал? Взгляд профессионала. Он сказал, в нем спать можно. Никогда не ездите вот так в порту. Если ездите, берите с собой подушки. Скажи, Витя, Если не безопасности, то обычные хотя с бы. Павловска ехал так, В Хаммере. да, одеялом закутанный. На улице Портовой он живет. Обратите внимание также вот на вот это, я не знаю даже как это назвать, профиль или что это такое, планки. Декоративные планки, которые вот сюда прикручены. Многие могут подумать, что они прикручены для красоты. И красоту действительно добавляют, я бы сказал. Но сейчас Дима расскажет. Дима, зачем вы их прикрутили? Они, кстати, и снизу есть, обратите внимание, видите? Это мы про эмовские правила рассказывали, троллили эму. Но в АМТ еще прикольнее, да, есть моменты. Вот зачем эти штуки, В расскажи. МТ ситуация какая? Для того, чтобы принять участие в классе SPL Monster, должно быть отделение салона от передней части автомобиля. Ну или наоборот, да, как там. Ну, то есть они должны быть разделены. Сабвуферного ящика и передней части. И вот для того, чтобы отделить, был сделан пропил, туда заложен Т-образный профиль и прикручены саморезы. Короче, если этой хуйни нет, то у вас не отделено. Но прикручиваете эти планки, и у вас отделено. Ну, видите, отделено же. Просто сама суть. Многие форматы в некоторых классах до абсурда доводят автозвук. И начинаются такие вот вещи, которые просто в автомобиле бы никогда не сделали в автозвуках. Нахуй эта штука здесь нужна? Ну, то есть, если бы они там это регламентировали как красоту, да, Вадим, пожалуйста, доработайте. Видите, чем люди На занимаются? следующий год занавески скажут вешать. Давайте двигаться дальше, посмотрим, что у нас сбоку. Пока мы шли назад, я заметил, вот нельзя не заметить, согласитесь. Все же сейчас на это смотрят, да? Мощнейшие, посмотрите, барабаны. Вы про диски, да, подумали? Диски здесь красивые, 20-е, действительно. Тормозит машина с этим весом? Машина, кстати, забыл сказать, весит 2800, если все, никого внутри нет и бак пустой. А в стоке она была 1.4, да? Сзади у нас практически никаких изменений нет, как обычно в таких машинах. Можно сажать пассажиров, но, как я люблю шутить, очень плоских. Каких-нибудь очень плоских телок только сюда можно посадить. Здесь опять же у нас обшито все вот этим вот приятным, кстати. Слышишь? Он прикольнее алькантары на ощупь. Он, знаешь, как такие плюшевые мишки какие-то. Здесь мы видим первый мост 4000-ников. Всего их 3. Каждый мост работает на 2 саба, получается, да? И какое сопротивление на каждом усилителе получается? Каждый усилитель в одином. Ну, стабильно получается, у нас без проблем она, да, все это вывозит. А возможности переключения есть в низкоом? Пробовали? Не пробую. Не пробовали? Ну так, в принципе, есть, да, такие мысли. Здесь то, о чем я говорил, что здесь 3,5 усилителя. Можете посчитать по-другому. Но суть в чем? Здесь у нас стоит ого 1500-ник на левую дверь мостом, получается. А справа у нас стоит ого 2500-ник на правую дверь. И получается, что усилители слева и справа у нас разные. И по-разному подключены. Но ребята настроили таким образом, чтобы играло примерно одинаково. Многие сейчас опять скажут, продано Альфардом, куплено Альфардом. Это все Дима, ну это от студии Автостиль, как бы Демокар получается, от Арзамасской. То есть никаких вложений пока от спонсоров не было. Это намек, потому что машина действительно стоящая. Алексей, ну что такое, у тебя тачки катаются по России, посмотри какие, с бонпасом, с мостами. И ребята все за свой счет тащат. И создают тоже саунд, видите? Здесь, кстати, мы видим еще ВК, Димин, подпишитесь, зайдите, можете позадавать вопросы по этому Opel, если кому-то что-то интересно. Я думаю, он всем ответит. У тебя нормально личка, не перегружена? Смотрите, он пообещал, давай почти всем вот так сделаем, чтобы тебя обезопасить. А то завтра придешь, а там 300 диалогов неотвеченных. Вот это ты подумаешь, обещал. Так, ну и на дверь все обратили внимание. Мы ее как-то мимо прошли. Я обещал рассказать вот про эти штучки. Установлены М60 Neo 12 пар с разными сетками. Я спросил Диму, это случайно так получилось? Он сказал, нет, вот он именно средний ряд выделил сетками вот такого стиля, остальные у нас с фирменным логотипом DevBonds.
И Т-35 у нас стоят DevBonds твиттеры, 4 штуки слева и справа. А для чего эти штучки нужны? Здесь есть накладка на окно, то есть здесь получается продолжение обшивки. И там сколько еще динамиков? Еще 8 пар среднечастотников установлены, а подключаются они вот к этим терминалам. Здесь у нас крепление, видите, такие клепки пробиты для этой штуки. Ну и понятно, что ездить с такой штукой нельзя, а вот приехать на соревнования, повесить и блатануть в 2 раза более громким фронтом можно. Сзади мы видим вот Soundway, это ребята с Чебоксар, да, вот эти? Петя, да, и второй Ирамиль, точно. Отличная тренажка. У меня не то, что руки до обзора казанского никак не дойдут. Там есть этот москвич, на котором... Москвичи 140, 50, поворот, паук, 80, Мы не то, что летали, я сделал графику, и выглядело, как будто мы летаем 200 на москвиче, на 412. Понятно, что это был монтаж, и москвич ни один столько ездить не может. Сейчас как он так рулится. У паренька проблемы из-за этого, и его хотят посадить на 15 суток. И мы вот сейчас ждем, не хотим выкладывать этот москвич, а он там есть в этом обзоре. Там также есть тренажка ребят из Soundway, у них есть канал, несмотря на то, что они называются Soundway, он называется MRX. Я не знаю, почему здесь этот логотип. Вы дружите с ними? Или... Да? Также видим логотип Мачете. У вас хоть что-нибудь Мачете стоит в этой машине? Я сразу увидел эту надпись. Но ничего Мачете здесь пока нет. Халк нарисован очень злобный и очень натурально. И смотрите, чтобы Marvel на вас в суд не подали за то, что вы используете Халка. Ну, я думаю, это будет честь, если Marvel узнает про твою машину, можно будет и судебные тяжбы вывести. Так, здесь у нас проводка Pride. Сколько бухт, ты говоришь, ушло? 6 бухт. 120 метров кабеля здесь. Умножьте на 1000 в среднем. И охуете. У некоторых аудиосистема стоит дешевле в 2 раза, а у некоторых автомобиль. Это просто силовой кабель. 770 ампер-часов литий. Большинство людей не понимают, что это. Я сейчас постараюсь объяснить. Есть аккумуляторы кислотные, есть гелиевые, есть АГМ, которые в основном использовались всегда в SPL. А это литий. Литиевый аккумулятор отличает то, что они очень хорошо держат емкость, очень хороший вольтаж у них, но с ними есть небольшая сложность, нету секций, ну только из Америки, да, XS, если притащить, но это будет очень дорого. Нету секций сразу готовых на 12-13 вольт. У нас здесь 3,4, да, по-моему, вольта есть каждая банка, и их нужно соединять между собой последовательно, чтобы на выходе получить 13, сколько там, и 4 выходит. Батарейки очень дорогие, очень редкие, но свою функцию они выполняют, не без косяков, конечно. Например, если вы их сильно просадите, у вас пойдет сумасшедшая нагрузка на генераторы. Вот первые машины, которые заряжались, мы постоянно слышали, как люди валят до опьянения, а потом свистят ремнями стоят. Вот, не без косяков, но очень хорошие аккумуляторы. Еще один мост у нас спрятан вот за этим, это что у нас? Ну, это оргстекло, да, обычно? Стекло. Это просто полиэфирка, да, по сути, со стекломатом. Вот здесь у нас спрятан один усилитель из 3-го моста, а симметрично ему зеркально с той стороны спрятан второй. Таким образом у нас получается 3 моста. С правой стороны у нас все симметрично, за исключением вот ОГО, про который я вам говорил. Он здесь 2500 стоит. Вот такая у нас получилась несимметрия, единственная, по-моему, в этом инсталле. Сейчас Дима объяснит все-таки, почему так получилось. Я строго на вас затроллил, да, что не дали спонсорскую поддержку? Или Дима не обращался? Ну, Дима говорит, есть другая какая-то намного более пугающая причина. Расскажешь, почему у вас разные усилители слева и справа? Изначально фронт был трехполосный, кто помнит. Мы выкладывали процесс постройки этого проекта. И усилитель ОГО 2500 работал в параллель на мидбасы. А мидбасы стояли 20-сантиметровые, и их рвало от басухи. Вот. И было решено поставить двушку, сделать двухполосный фронт. И более мощный усилитель для того, чтобы на датчике результат был выше, установлен на левую дверь. Более слабый на правую. Здесь тоже, на ребят, подпишитесь. Там вы видели Димину личную страницу, заспамьте его там вопросами, потому что, чтобы он знал, что такое, говорит, да, я на все отвечу. Здесь его группа ВКонтакте и Инстаграм тоже подпишитесь, если машинка вам интересная показалась, можете там, и там же есть процесс подготовки, фотки выкладываешь. В принципе, по аудиосистеме все, нам остается навалить, но я думаю, мы отъедем куда-нибудь, здесь у нас есть проблема, какой-то ворошиловский стрелок. Были случаи, когда какой-то дебил с мелкашки стрелял с окон. Если ты, дебил, нас смотришь,
то извини, что я назвал тебя дебилом, но ты реально дебил, как можно по людям стрелять. В машину прям с мелкашки. В смысле, и в вас стрелял? Мы приедем на камере, будем включать. Не, ну включать не надо, там и люди спят и все такое, но там можно спуститься, сказать. Дрифтовали люди, не музыку слушали, дрифтовали, стрелял с мелкашки, разбил стекло. Вот какой-то ворошиловский стрелок есть, борец, блядь, с дрифтерами. Тут мы точно никому не помешаем. Я надеюсь, вес хоть никому не помешает, да? Уехали уже вообще хрен знает куда. Людям не мешать. Такой, с одной стороны, обычный проект, с другой стороны, действительно качественный, хорошо валящий и издалека приехал к нам. Очень приятно снимать такие автомобили. И примечательно то, что этот автомобиль у нас уже был на обзоре, но на стадии сборки. В рубрике «Самые громкие автомобили» у нас всего 4 части вышло вот этой рубрики. Скоро, я надеюсь, мы снимем 5-ю. На Диму подписывайтесь, на его
Инстаграм, ВКонтакте, там на их группу ВКонтакте, если интересно больше про этот Opel. Ну и кто с Арзамаса или рядом, вот знаете, к кому обращаться. Собственно, все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Если вопросы по вот этому Opel, не пишите их мне в комментариях. Диме пишите их ВКонтакте. Если вы с Арзамаса, Арзамас еще скажи правильно, нормально. Если вы с Арзамаса, обращайтесь к Диме по инсталляции, по установке, по настройке даже, наверное, да, можно. Все, это был канал Аутсаунд. Всем пока, живите громко. Арзамас. Первое, что люди вот думают, когда слышат Арзамас, вот я тебе говорю, сука, где это? Дима добавил тонну, сколько там, 300, 400. У кого есть калькулятор, посчитайте, напишите в комментариях. Это получается, сколько мешков цемента? Подожди, 500, 500 килограмм это 10 мешков. Значит, 1500 это 30 мешков. Если 1500 добавили, то это 30 мешков цемента, да? Нахуй мы это считаем? У нас сегодня клуб любителей американских автомобилей. И всего один человек, который их очень любит. И у нас хорошие тормоза. Что, проверим? Давай. Ты готов? Давай, ёп. А, ты хочешь, чтобы я уже... Я бы никогда не купил американский автомобиль. Веришь? Ты нормальный? Хотя один пришлось. Это очень крутой имиджевый аппарат. Он смотрится снаружи просто нереально. Ну почему так? Они видят, короче, в этом куске американского автомобилестроения что-то прикольное. Я вам сейчас покажу, что в нем не прикольного, не переключайтесь. А мы такие жиганчики донские, мы из ростовских дворовых пацанов. А если я сейчас стрельну, стекла выберет, как вот в криминальном чтиве? Ты понимаешь, я, допустим, не колхозник, а ведь на крузаках в основном ездят те люди, которые взяли, не знаю, кредит в банке. Дизлайки ему идите ставьте, мне не надо за это. Сейчас, ты знаешь, Toyota водит что Да давай. Как не видно будет, иди посмотри. А с нее искры аж херачат, да, ты видишь?